Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй расклад. Чего ждать? Что случится до конца 2025 года? Месяца июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Мы начнем именно с июня, поскольку планетарные транзиты некоторым образом дают нам ориентиры до конца 2025 года. И понятно, что у каждого из нас свои ожидания, свои планы, которые находятся уже в процессе разработки решения. Но и за время предыдущих месяцев 2025 года планетарные транзиты, и у нас закончился период ретроградности, большой ретроградности, когда Венера была тоже ретроградная, ваша планета-управитель, и нам вот эти планетарные транзиты могли вернуть на доработку некоторые вопросы, а могли открыться некоторые тайны и заставить нас решить что-то или самим на что-то решиться. Мы можем стоять перед выбором или перед фактом, и в последующие месяцы 2025 года много эмоций ожидается, как и радостных, приятных, но, может быть, и сожаления о чем-то. Но есть, конечно, и те дела, которые требуют нашего внимания и участия. Вот давайте посредством карт рассмотрим, каковы же события, что случится или произойдет до конца 2025 года. И останемся реалистами, всегда к этому призываю. И если мы о планетарных транзитах, то уже буквально с начала июня планета Юпитер входит в знак зодиака Рак. И это более гармоничное время для всех нас, как это говорится, или найти какой-то компромисс, или даже если мы перекладываем в какую-то реальную плоскость, это вопросы касаются денег, работы, ваших достижений. Ну, значит, тут как и милосерднее быть к самому себе, так и все равно решаются люди. Стало быть, какой-то более удобный фарватер вы сумеете для себя найти. Или, может быть, вопросы личной жизни. Здесь вы тоже можете под какой-то знаменатель подвести или для себя больше ясности в чем-то добиться. Но уже с июля месяца планета Уран, которая пока еще на момент выхода этого видео в мае месяце находится в знаке зодиака Телец, то здесь Уран переместится на время в знак зодиака Близнецы. И, кстати, для вас это тоже может быть какая-то подсказка. Уран именно на время, с июля по ноябрь, будет в Близнецах. А Близнецы – это, как и вы, ваш знак зодиака принадлежит к знакам зодиака стихии воздуха. И мы ожидаем, как и новых технологий, и вообще за время прохождения Урана в Близнецах, и информационные какие-то, я как сказала уже, и технологии, но и какие-то возможности коммуникативные, новые способы, может быть, и заработка. Тут и наука идет вперед, и, может быть, это будет связано отчасти с искусственным интеллектом. В конечном итоге это для вас больше палитру увеличивает ваших возможностей или приложения ваших талантов. Конечно, мы ожидаем, что и по деньгам тут тоже могут быть новые системы взаиморасчетов, но это так в целом на человечество. Но вот этот период с июля по ноябрь для вас может сложить некоторую преамбулу, чем вы будете заниматься на последующий период жизни. Когда Уран окончательно обоснуется в знаке зодиака Близнецы, это произойдет с апреля 2026 года и будет продолжаться по 33 год. Период вам может дать правильные подсказки, что будет в центре вашего внимания. Поэтому я бы сказала, вторая половина года 2025, все те события, которые будут происходить, они не случайны. Хотя я допускаю какие-то не случайные случайности, но это только лишь с позиции каких-то закономерностей. Быть более объективным, ну и, наверное, адаптивным. Поэтому первая карта наша будет означать как ключевое событие, с чем это будет связано, что случится или произойдет, какая важная сфера в вашей жизни потребует важных решений, опять же. И рядом мы положим карту июнь. Продолжим июль. Что случится или произойдет в целом энергетика месяца. Распределю вот так посвободнее. Месяц август. Что случится или произойдет. Чему вы будете отдавать предпочтение. В каком контексте решать вопросы. Август, сентябрь, октябрь, мои дорогие. Ноябрь. И декабрь. Перемешаю колоду.
И первую карту достанем. Что вас удивит? Ну, это то, что вы не ожидаете, как неожиданность может быть для вас. Тоже где-то с позиции неожиданностей, кто или что появится неожиданно. И достанем третью карту, попробуем увязать все три вместе. К чему это все идет? Что исполнится? Какая тайна откроется? И если мы спросили, чего ждать, ну вот какое продолжение следует на 2026 год? Давайте узнавать, что же за ключевые события или чего это будет касаться. Для вас время, Солнце, карта, это время ваших достижений. Это как символ вашего нового «я», правда? Поэтому аркану мы себя не ставим на второе место, безусловно. Это ваша реализация, это ваше достижение. Это карта счастья, это возможность изменить свою жизнь. Здесь что-то более важно, глобальное, нежели пустое ожидание. Вот правда хочется первое, что сказать, потому что, безусловно, это ваши действия. Всегда, когда выпадает аркан Солнца, предполагаются действия. Мы можем, конечно, и бездействовать, меня смотрят люди совершенно разные. Но те из вас все-таки, которым на месте спокойно не сидится, которые именно хотят, ну, как-то изменить качество своей жизни к лучшему, здесь увидят, как и новые перспективы, и новые приоритеты для себя могут поставить. И правда, для вас нет ничего невозможного. Это карта успеха, кстати. Но эта карта также предполагает энтузиазм и то, что мы можем что-то передумать, переделать, переиграть, мои дорогие. Именно потому, что в центре нашего внимания Солнце. А еще это карта выбора правильного направления. Всего в колоде Таро 2 карты. И первое, если мы берем дистанцию по времени 6-8 месяцев, это и есть аркан Солнца. А на лет 10-20 это аркан Звезда. Вот давайте посмотрим, что же нам, какую палитру раскроют карты дальше. Июнь, что же случится или произойдет. Это мы закрываем в прошлое дверь. Это карта окончания. Ну, где-то очень логически понятно, раз вы уже берете новый настрой, новые какие-то приоритеты, то эта карта еще освобождения, свобода, мои дорогие. Когда вы что-то передумали, переиграли. И обратите внимание, сам ангел держит песочные часы и говорит: пора, время идет. Не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Поэтому вот такие, начиная с июня, добрые мотивы где-то, которыми могут вами двигать, именно как в сфере ваших достижений. Безусловно, аркан Солнца – это именно что важно для вас лично, как ваша личность, мои дорогие. Здесь не совсем прокрастинация, точнее, ни разу не она, когда мы можем, конечно, думать, что ну вот аркан Солнца выпал, значит, все теперь будет как-то само развиваться. Нет, эта карта нам лишь показывает то время, когда мы не должны его упустить или в пустоту потратить, или наши действия, усилия, какой-то взаимообмен, он должен приносить нам отклик или добрый в чем-то эквивалент, но опять же не в пустоту. И не оглядывайся назад, значит, какой-то предыдущий жизненный этап уже закончился. Вы буквально можете подводить какие-то итоги. Давайте посмотрим на июль. Очень символично, мои дорогие. Видимо, что-то вы расставите в июне по местам. Причем, знаете, сделайте это очень хладнокровно. Не случайно вам тут ангел буквально помогает, высшие силы. И в этой колоде не в каждой карте есть значение ангела или крыльев. А есть, когда без крыльев и без ангела. И эта карта тогда хочет сказать, что целиком и полностью зависит все от тебя. И вот паж земли. Это, знаете, это как твердое намерение процветать. Это когда мы готовы учиться, когда мы готовы адаптироваться, когда словно все готово. Есть такая фраза: «У Бога все готово». И вот в июле, ну, буквально старт. У кого-то это может начаться с какого-то предложения. Может быть, это и не предложение, а это вы сами чем-то занимались до этого. И
Это именно имеется в виду ваших сферы достижений или, может быть, вашего труда, может быть, это какая-то была учеба, хотя по этой карте сама по себе возможность учиться, способность учиться, познавать что-то новое, изучать, может быть, даже языки или какие-то новые технологии, идти в ногу со временем. Но здесь тогда и время, мои дорогие весы, вам откликается и помогает менять вашу жизнь к лучшему. Но у кого-то это может быть с получением документов связанных или с каким-то приглашением, может быть и по работе, с релокацией какого-то офиса, может быть и так. Или когда вы сами для себя тоже построите приоритеты и будете что-то согласовывать, искать нужную информацию, пытаться найти самый удобный фарватер вашему продвижению или осуществлению задуманного. Но это карта радости, мои дорогие. То, чем мы занимаемся по пажу, земле или по пажу, пентакли это так называется, это то, что нам приносит и вдохновение, и радость, и открывает перед нами новые горизонты. Но книга под мышкой означает, что мы готовы не только адаптироваться, а и буквально что-то изучать. Уже с июля месяца совершенно новые перспективы, причем это те энергии, которые для вас дают, знаете, не просто уверенность в сегодняшнем дне, а еще служат залогом вашей успешности на день завтрашний. Правда, вот, наверное, как по Солнцу 6-8 месяцев с заходом где-то на 26-й год для вас проясняется, чем вы будете заниматься. И у вас, посмотрите, карта «Мир». Август месяц, может быть, такие добрые энергии на август месяц, когда это итоговая карта, вы некоторые получаете, может быть, и дивиденды, имеется в виду по приложенным усилиям. Ну, у кого-то может и буквально какая-то финансовая ситуация, но ведь это карта реализации. Что-то у вас действительно завершится. Причем завершится это не есть какой-то надрыв, а когда мы для себя становимся, например, популярными, и когда набираем темп в нашей работе, в нашем творчестве или в создании того, что мы хотим. Это когда вы умеете договориться со всеми, когда вы правильно, самое главное, прикладываете собственные усилия, и это еще карта праздника и подписание каких-то важных согласований, может быть, и в высоких инстанциях, может быть, у кого-то путешествие или какая-то поездка, но по карте «Мир», безусловно, нас что-то радует. Надеемся, что и в целом в мире воцарится мир. Правда, неважно, откуда смотрите мои видео, меня смотрят из разных стран, отнюдь не в каждой стране, к сожалению, сейчас есть вот этот самый мир или есть какая-то стабильность. Будем надеяться, что в целом будет больше стабильности. Идем дальше. Это у нас июль, август, сентябрь. Сентябрь вас может поставить перед каким-то выбором. Оно и понятно, потому что подведение итогов, какая-то уже перезагрузка должна последовать. И вот здесь для вас будет, знаете, такой момент не попасться на удочку собственной прокрастинации. Нам как будто нужно открыть вот эту витрину и взять кубок. А прописано вот именно выбор и... Не анализируй слишком, вот конкретно, нам так и написано, не анализируй слишком или не прокрастинируй. На что-то нужно будет вам решиться еще и в сентябре. Может быть, этот выбор сделать не так просто, но вы не можете, знаете как, поставить на паузу и сказать, что, а нет, может быть, этот вопрос решится как-то сам. Карта говорит, нет, тогда ты потеряешь время драгоценное и какую-то возможность к своему солнцу. Здесь придется как и выбирать, так и действовать. Сентябрь. Октябрь, мои дорогие. Паж мечей. Опять же, всегда, когда паж, это мы в новом амплуа. Или когда мы можем какой-то новый жизненный этап. Может быть и продвижение. У кого-то совпадет выбор по переезду, новая страна. И где-то адаптироваться приходится. Потому что это карта аналитики. И когда мы искренне, наверное, сами с собой, мы себе говорим истину, правду, правильно оцениваем, какие наши возможности, какие в обстановке нас окружающие возможности, как мы можем применить правильно собственные усилия, чего-то добиться, но это всегда решимость. Может быть, вот эта прокрастинация где-то заканчивается, или вот этот выбор, мы все же все разные. Тут может быть очень серьезен какой-то выбор. Может быть, он и совпадает с ожиданием документов, может быть и так.
Но для кого-то из вас именно сентябрь, октябрь, это может быть как перезагрузка в какое-то совершенно кардинально новое творчество, в кардинально новую работу или в какие-то новые сферы достижений, а для кого-то переезд. Здесь будет то, чего вы не делали прежде, или с чем вы не сталкивались, может быть, прежде. И поэтому требуются вот такие рационально холодные энергии для того, чтобы и одновременно анализировать, себя к чему-то адаптировать приходится по пажу воздуха. И правда нам тут буквально помогает. Ни разу не про мечту. Может быть, и будут еще какие-то вверху у нас десятка, как раз так совпало, десятка воздуха, и, может быть, будут еще какие-то воспоминания или словно прошлое нам о себе может напомнить в октябре. И мы можем, ну, так ностальгировать несколько по тому, что было когда-то прежде. А тут как будто говорит, ты вообще все оставь. Если вот сейчас на злобу дня события, которые случаются вокруг тебя, или что в твоей жизни происходит теперь, тут нужно быть очень рациональным и понимать, что у тебя начинается новый жизненный этап. И здесь себе не навредить, так и не надеяться на авось. Давайте откроем ноябрь. Вы еще можете столкнуться по карте Король жезлов. Это карта харизматичного лидера. И знаете, есть люди, которые в нашу жизнь приходят надолго, а есть, ну, знаете, как прохожие или те, которые пришли на время. Вот что-то символично идет по королю жезлов. Это может быть такая страстная персона, которая правильно говорит, к чему-то призывает. Но все же это энергетика идейного лидера. Или, скажем, командир. Тот, который больше настроен отдавать приказы, какие-то советы, но не делать что-то за вас. Надеяться на короля жезлов, что он придет вам в трудную минуту или сделает, выполнит какую-то работу за вас, опять же нет. Тут инновации, харизматика – это прекрасно, но действовать придется самому и надеяться на самого себя. Тут вы можете столкнуться с таким человеком, с которым хочется быть рядом. Или он действует на вас как магнит. Хочется что-то продолжать. Или, мои дорогие, предыдущий месяц призывает к реализму. Мы только что об этом говорили. И, может быть, вот этот человек вас с ним в жизни сталкивает не, если это ноябрь, то где-то в октябре, а у кого-то и в сентябре. Поэтому, если мы рассмотрим все вот эти три карты, если вы стоите буквально с сентября, завершая вот что-то у вас как самодостаточность, у вас вы набираете силу. Июнь, июль, август. А в сентябре может быть какая-то такая ситуация двойственная, я могу предположить, пусть не для всех. Но тогда правильный ориентир взять и не понадеяться на кого-то, потому что в конечном итоге вот эта прокрастинация может на 3 месяца у кого-то затянуться, но итог будет таков, что делать придется что-то самому. И чтобы не было сожалений, что вы потеряли время. Декабрь. Опять же, у каждого по-своему. Четверка кубков нам всегда говорит о том, что мы чего-то не видим. И вот этот кубок, который словно парит в воздухе за спиной нашего героя, он, кстати, с крыльями, это как поддержка высших сил. И кубок – это как возможность, он светом волшебным подсвечен. Но человек находится в своем разочаровании или в том, что не сложилось именно так, как он предполагал, или то, что ему было обещано, вот опять же, вот этот выбор. У вас может быть такое своеобразное испытание, мои дорогие весы, когда вы столкнетесь перед выбором, и вам, может быть, даже захочется покоя, какого-то уюта, комфорта, и совершенно не брать на себя какую-то ответственность, или захочется, наоборот, от каких-то жестких реалий вообще дистанцироваться. И вот это было бы ошибкой, я бы сказала. Здесь нужно продолжать держать руку на пульсе, и тогда вы будете избавлены от того, что к декабрю месяце вы можете подойти и понять, что я потерял время. А тут, наоборот, какая-то возможность, которую вам нужно не проспать, как будто не прошляпить, мои дорогие. И, может быть, по этой карте иногда проходит, знаете, тут так и прописано эгоцентризм. То есть это когда мы себе говорим такую вот установку, или будет вот так, или не будет никак.
Или вот я хочу, чтобы было каким-то определенным образом. Человек смотрит на эти 3 пустые кубка. Почему? А потому что воспоминания какие-то. Эх, когда-то там было хорошо. А вот теперь-то это не имеет никакого значения. И что толку вспоминать? Только задерживать время и самому упускать какие-то возможности. Нам тут словно нужно оглянуться. И поэтому, мои дорогие, кто смотрит мой расклад попозже, да, ближе к концу года, мы ведь всегда можем что-то исправить. Поэтому проанализируйте, что у вас произошло. Вот где-то ноябрь, декабрь. Вы тут как будто можете развернуться еще на 180 градусов и запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, буквально ухватить, как жар-птицу за хвост, или восстановиться, словно птица Феникс, и для себя вот этот шанс не упустить. Вот мне хочется, тем не менее, достать карту совет на вот эти месяцы, да, года. Вы проходите трансформацию, это правда. Поэтому, начиная где-то с сентября месяца, вот это ваше солнце, мы ведь говорили, 6-8 месяцев. И это не просто, когда вы чего-то достигаете, да, нам об этом карты сказали, и возможности, и пространство, вселенная, ну, наверное, высшие силы вам помогают, но это же и ваша какая-то активность. И мы тут можем понадеяться на кого-то не того, а нужно надеяться на самого себя и собственные силы. Здесь мы, может быть, должны что-то изменить кардинально, а у нас не хватает решимости. Потому что мы вынуждены, как я уже говорила, действовать так, как мы не действовали прежде. Или, может быть, это у кого-то с поездкой, с переездом, может быть, и по части работы тоже где-то связано. И опять же решиться. А тем не менее, ангел, по крайней мере, карта нам об этом говорит. Эта карта еще одновременно освобождение, называется перемены и освобождение. Ангел берет человека за руку и выводит из тех обстоятельств, вот из этой башни, которая в скором времени от попадания молнии может быть разрушена. Не упустить время. Вот о чем нам говорят карты. И мы можем еще пока не видеть, да, человек идет и как будто немножко упирается, потому что башня же стоит вот на данный период времени, а нам здесь бабочка, это как в физике, эффект бабочки, это когда пусть на другом континенте, где-то от взмахов, ну, теория вот эта именно, от взмаха крыльев бабочки меняется словно само пространство. Но это откликается пусть на другом даже континенте или в другом месте, и происходят какие-то события. Поэтому тут причина и следствие может быть на каком-то более таком широком уровне. Но мы в данный период времени еще не понимаем, зачем нам это все нужно. Поэтому, ну, где-то, помните, перемены, если что-то у вас как складывается удачно, или как Его Величество случай, или когда вы становитесь перед выбором, то этот выбор нужно делать очень рационально, проанализировать все свои позиции, понимаете, я так вижу, на что-то, наверное, согласиться. Давайте еще одну карту совет достанем, раз так пошел наш расклад. Да, тут вся проблема может быть в том, что мы прокрастинируем. Или ностальгия, вот шестерка, добрая карта, правда? И она говорит с одной стороны, не потеряй все то, что ты уже сделал или сделала. Но и с другой стороны, она нас может затягивать на глубину вот этих приятных каких-то воспоминаний, и мы теряем время. Вот тут правда. Но надо не потерять время, чтобы ваши прежние приложенные усилия не пропали даром. А вокруг, вот как эта карта трансформации и эффект бабочки, но тем не менее песочные часы, время идет или даже на исходе. Успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но если мы с вами смотрим именно на месяца сентября, то в сентябре вот такая позиция, какая-то перезагрузки у вас будет. И не каждый решится, потому что еще и Луна здесь на уровне интуиции. И мы можем где-то, как и в воспоминаниях находиться, и одновременно в каких-то иллюзиях. Но карты нам две говорят о том, что, к примеру, здесь какой-то выбор может у вас стоять очень и очень важный, потому что нельзя собой рисковать. По аркану Луна я всегда говорю, если вы оказываетесь в месте или в местах скопления людей,
то вам в другую сторону. Меня несет толпа. Поэтому тут вот и с этой позиции нужно быть к себе очень осторожному и внимательному, буквально себя сохранять. По Луне это только очертания, а конкретики нет. И вот вам эта трансформация может быть достаточно сложна или может так ощущаться, потому что я не вижу какой-то конкретики. Почему я должен куда-то уезжать? Вот, да, вот как этот человек идет, упирается. Или почему я должен что-то переделывать, когда у меня сейчас все в принципе хорошо. Но вот именно когда у вас все хорошо, здесь должен быть сделан какой-то шаг вперед. Ну вот так показывают карты. Я не останавливаюсь подробно, потому что наш расклад тогда будет совершенно бесконечен. Просто примите к сведению, что вот какие-то такие трансформационные моменты, у кого-то это будет связано и с конкретным человеком, поскольку у вас выпадал харизматичный лидер карта, да, и я уже не, и еще раз не повторяю, а у кого-то из вас это какая-то реальность, может быть, и внешняя. Поэтому тут нужно правильные какие-то ваши действия продумать, что-то просчитывать, от чего-то не отказываться и понимать, что если у вас сейчас где-то на август и вроде бы как стабильно в той или иной степени, но все равно какие-то перемены будут. Это есть то, чего мы не отменим. И если мы к этому не готовы, мы тогда отдаем свою судьбу на волю случая. Но время пошло. Но для тех, кто смотрит мой расклад, опять же, я повторюсь, уже, ну, может, так получилось, к концу года вы его только нашли. И значит, и к концу года избегайте толпы, вам в другую сторону. И на 180 градусов у вас есть еще шанс словно развернуться. Итак, идем дальше. Что вас удивит, мои дорогие? Вот правда, какие-то достижения. И по девятке Земли, это карта самодостаточности, это карта удовольствия от жизни, это карта успеха, это карта удовлетворения. И когда вы, ну, может быть, и получаете какой-то хороший гонорар за проделанную работу. Или, безусловно, это как стабильность, какая-то стабилизация в вашей жизни некоторых процессов определенно будет. Но в этом может быть еще и одновременно, как только что мы с вами долго рассматривали, в этом может быть, и знаете, такое, как заноза, как подсказка к тому, что ты в этом не застрянь. Это тебя будет тянуть как раз назад. И может показаться, что ну вот все, я уже теперь всего добился или добилась, и теперь я ничего менять не буду, теперь я хочу расслабиться. И в этом будет, может быть, по крайней мере, минус. Но может удивить, как возможность зарабатывать деньги другим образом, способом, безусловно, или добиться высот в ваших достижениях, профессии, получения, построения, точнее, карьеры, ну или получения какой-то должности, так и некоторое, ну, может быть, и через взаимоотношения с конкретными партнерами, и я не говорю обязательно о личной жизни, это больше взаимодействие, может быть, с партнерами на где-то июнь, июль, август, когда вы действительно видите, что вот и как плоды труда своего, и у вас действительно что-то получилось осуществить. Вас какой-то итог может не просто порадовать, а даже удивить. И кто или что появится неожиданно? Работа. Правда, вот не случайно я говорила про работу, про ваши достижения. И здесь это может быть как и удивление, и буквально нам ведь карта говорит: продолжай, или ты победишь. Вот эту победу, ее нужно продолжить. Или у тебя не хватит терпения, или ты потом сбавишь обороты, и где-то ты об этом можешь пожалеть. Здесь восьмерка Земли нам будет еще говорить о деталях. И что крупное, что-то важное строится из мелочей. Поэтому уделяйте внимание именно деталям. Если ты думаешь, что на глобальном каком-то уровне все идет неплохо, то, поверь, ты можешь совершить ошибку, потому что если что-то в мелочах пробуксовывает, для тебя это как подсказка как раз зрить в корень или понимать, проанализировать, что идет не так, или что где не срабатывает, или это как подсказка, в чем нужно будет перестроиться, к чему все идет. Я надеюсь, что для всех, вот если мы 3 карты раскладываем, для кого-то из вас, и планетарно такое тоже может быть, как и по части работы, так и по части личной жизни, по части ключевого партнерства, могут быть какие-то очень важные решения. И двойка кубков – это карта партнерских отношений, надежных, возможно, и компромисса,
способности договориться, провести важные согласования или по части личной жизни какую-то совершенно новую концепцию построить. Поэтому у вас есть возможности как и заработать деньги, как и определиться с работой, так и по личной жизни. Согласитесь, и люди семейные знают, что семейная жизнь – это труд. Поэтому по труду тут у вас две карты. Но это не просто в никуда, а это когда какой-то очень хороший отклик или эквивалент. У вас есть такая возможность. Не случайно солнце выпадает. Что исполнится? Тут мало того, что что-то исполняется, как нам сказали, а еще и правда трансформация происходит. Какая-то многозадачность у вас происходит. И вам придется сразу решать несколько вопросов. Может быть, это и буквально ближе к концу года. Это карта скорости, мои дорогие, что исполняется. Тут могут приходить какие-то известия, в том числе и информационные. И вы где-то для себя предполагали, что вот именно в одном каком-то ключе будут развиваться события, а тут вам придется что-то переделать, переиграть, перестроить, переоформить, может быть, и конкретно бумаги. Здесь 16-й аркан не случайно вам выпадает, и, может быть, куда-то отправиться вам придется. По восьмерке жезлов мы набираем темп, но здесь мы можем и получать какие-то известия, или пусть это будут важные телефонные разговоры, какие-то договоренности, или просто как свидетельство о чем-то, о свершившемся факте, и вам придется быстро принимать решение или на что-то решаться. Ну, вот, видимо, так. Это от этого будет зависеть, исполнится задуманное вами или нет. Ну, понятно, мы должны что-то продумать, и причем с какого-то нового ракурса посмотреть, не застрять в какой-то ностальгии, может быть, суметь правильно закрыть в прошлое дверь и прыгнуть, словно, в будущее. Вот какой-то квантовый скачок, потому что это карта скорости и быстро, я бы сказала, трансформации. Вот есть то, что мы не отменим, будет что-то меняться. Какая тайна откроется? По заработкам, опять же, или по помощи. Очень добрая карта, шестерка земли, и здесь буквально сам ангел дает пентакли. Поэтому это, знаете, может быть как и по отношению к вам сочувствие, помощь какого-то другого человека. Здесь буквально может быть и благотворительность, кстати, как и по отношению к вам, но так и с вашей стороны. Хотя карта все-таки нам говорит больше, пусть не в этой колоде. Будь внимателен к деньгам. Помни, что рука дающего завтра будет рукой просящего. Поэтому больше этот аркан работает на то, когда мы принимаем чью-то помощь и кумулируем. Поэтому карта нам будет говорить, какая тайна откроется. Деньги сохраняй, вот и все. Может быть, вы поймете, что окончательно, начиная, может быть, из первых где-то вот месяцев этого периода или с июля, что без денег я не могу осуществить какое-то свое намерение. Или мне нужно сделать инвестиции в себя и буквально на что-то решиться и открыть для себя новые перспективы. Здесь придется деньги, ну, где-то быть, знаете, не то что скупердяем, нет, конечно, эта карта об этом не говорит, но и не растратить попусту или не согласиться на то, какую-то муть, извините, буквально вверху аркан Луна и вот эта неопределенность, или на уговоры. Опять же, вверху у нас еще и король жезлов, может быть, если мы рассмотрим все три карты, это вас могут чему-то призывать. Может быть, вложить куда-то деньги и говорить, у тебя такой будет пассивный доход, шикарный, ты столько дивидендов получишь, или будет у тебя такое прямо изобилие, процветания, и в этом мы потерпеть можем фиаско, потому что нас могут буквально обмануть, аркан Луна. Поэтому деньги как будто есть, мои дорогие, но вам, наверное, высшие силы дают такую возможность для того, чтобы вы собственную жизнь изменили качество, или изменили отношение, может быть, к деньгам, были более продуманными. И может и такое проиграться, какая тайна откроется, что вы окончательно поймете, что нужно иметь заначку. Вот банально на нашем материальном земном уровне, что нужно какую-то собственную стратегию по финансам разработать и не быть наивному.
Потому что, как я уже говорила по королю жезлов, это есть те, которые нам обещают. Это те, которые нам могут льстить, нас даже на что-то уговаривать, могут проиграться такие энергии. И вот мы уже-то где-то понадеялись на кого-то, доверились кому-то. И сами словно идем, как по аркану Луна, в потемках, а нам в другую сторону. Ладно. Какое продолжение следует? Ну вот, видимо, правильное партнерство. Вам придется держать баланс, но это как раз ваш знак зодиака. И словно на последующий период, где-то про траты нам говорила предыдущая карта, вам действительно последующий период понадобятся деньги с заходом на 2026 год, потому что там будет та ситуация, когда вам именно придется в одиночку что-то делать или действовать. Может быть, вы будете в тех условиях, когда наличие где-то финансов или количество этих финансов вам поможет решить тот или иной вопрос или несколько стабилизировать вашу жизнь. А может быть, для кого-то вам придется совершить переезд и буквально вот так налегке. И вот эта сумма денег, она вам не просто будет греть душу, а еще и помогать. Но есть еще и какое-то партнерство. Может быть, потом вы будете делать какие-то инвестиции, вложения, но пока еще не время, и явно в декабре еще тоже какая-то ситуация может не проясниться. Вы можете только держать пока баланс и рассматривать новые цели, кстати, тут бабочка, новые какие-то приоритеты. И к концу года у кого-то из вас есть и люди, все-таки по двойке Земли. Иногда проходят наши партнеры, которые нас могут поддержать. Но иногда проходит та ситуация, которая двойственная, которая вам надоела. И вы ее захотите и изменить. Все же, почему я так говорю? Потому что я вижу продолжение. Тут в декабре вряд ли вы с чем-то определитесь. Тут скорее вам может что-то надоесть, или когда вы захотите завершить какую-то длительно тянущуюся историю и решитесь окончательно на что-то. Или те, кто не решился прежде, могут как раз в конце, может быть, года, ноябрь-декабрь посмотреть и сказать себе вот эту фразу, которую я сказала в самом начале. Вот теперь мне пора. И высшие силы вам помогут. И по аркану Солнца это как минимум у нас в запасе еще 2 месяца. Январь и февраль. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы. Будьте любимы всегда.